Всем большой привет! Сегодня у меня вкусное блюдо из курицы, чахохбили по-грузински. Его можно назвать топовым блюдом в грузинской кухне. Несмотря на то, что оно входит в топчик, готовится очень просто. Ну и перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не с нами. Так вы сохраните этот рецепт, и он всегда будет у вас под рукой. Основных ингредиентов в этом блюде всего 3. Это, собственно, курица. Я сегодня буду использовать бедрышки, лук и помидоры. Ну, в зависимости от сезона можно использовать томаты в собственном соку. Начну я с того, что обработаю мясо. Мясо я помыл, снял с него кожицу и нарезал вот на такие богатырские кусочки. Изначально было у меня 3 килограмма, но после всех манипуляций осталось, наверное, где-то 2,5 килограмма. Ну, в принципе, этого вполне достаточно. Как всегда, полный список ингредиентов смотрите в описании под видео. Ну, в общем, дальше займемся луком. С луком тоже все очень просто. Его я нарезаю четвертинками. И третий ингредиент — помидоры. Я их буду ошпаривать кипятком, но перед этим мне необходимо удалить заднюю часть и сделать вот такие крестообразные надрезы. Перекладываю их в глубокую миску и обдаю их крутым кипятком. (5-6 минут горячих ванн будет вполне достаточно, чтобы кожица с помидор хорошо снималась. Посмотрите, как она замечательно отходит. Это именно то, что нам и нужно. Чтобы не терять ценный сок, томаты я протираю через крупную терку, но отходы, которые остаются, я не выкидываю. Это все пойдет в дело. Кожицу мы сняли, у нас осталась только нежная мякоть, поэтому выкидывать то, что мы не смогли протереть, не стоит. Вот об этом я говорю. Оставшуюся мякоть как следует измельчу и также отправлю в миску. Готово. С помидором мы разобрались. Сразу добавлю в помидоры все необходимое. Столовая ложка сахара, чтобы нейтрализовать кислоту. Пол чайной ложки черного молотого перца. Чайная ложка кориандра. И чайную ложку сушеного базилика. И все перемешаем. И чуть не забыл про соль. Чайная ложка соли. Ну и сразу же давайте посмотрим состав специй, необходимых для мяса. 2,5 чайные ложки соли. Там у меня 2,5 килограмма мяса, если вы не забыли. Чайная ложка свежемолотого перца черного. И 2,5 чайные ложки хмели сунели. Без этой специи никак. Все готово. Основные все ингредиенты мы подготовили. Теперь можно идти разжигать огонь под казаном и приступать уже к самому интересному. Сегодня, правда, немного ветрено, но ничего, я думаю, нам это не помешает. Костер горит, можно ставить казан. Налью в него немного масла и чуть-чуть подожду, пока оно нагреется. Так, над маслом появился сизый дымок. Это нам говорит о том, что все уже готово. Пора начинать. Вот так выкладываю я курицу. В первую очередь нам необходимо ее обжарить. С каждой стороны примерно минутки по 3. То есть дадим красивый румянец. И далее продолжим. Мяса у меня много, поэтому обжаривать я его буду в 2 этапа. Первая партия обжарилась, можно вытаскивать. Ах, какая красота! И отправляем следующую партию. Мясо обжарили. Теперь можно спассеровать лук. Отправляю его в это масло и обжарю до золотистого цвета.
Лук хорошо зарумянился. Посмотрите, какой у него красивый цвет. Ничего у нас не почернело. Ну, за этим надо следить, чтобы не пережарить его. Все, лишняя влага выпарилась. Теперь можно добавлять мясо. Мясо выкладываю прям сверху на луковую подушку. Первый слой здесь. Теперь добавляю подготовленные специи. О, какой аромат. И сразу же выкладываю второй слой. Высыпаю оставшиеся специи. И выливаю сверху томат. Здесь мы тоже, как вы помните, уже все специи добавили необходимые. Заливаем мясо, чтобы оно скрылось полностью. Ой, красота! Все распределю. Немножко придавлю, чтобы оно присело. Так, здорово. Сверху положу один острый перчик. Ну, это как бы не обязательная опция, друзья. Это делайте по вкусу. Если любите пикантную остринку, то один перчик можно добавить. Перед тем, как накрыть крышкой, сделаю вот такие движения, чтобы сок лучше проник на нижний уровень, скажем так. Все отлично. Ну и теперь самая приятная часть процесса. Накрываю казан крышкой и жду примерно полчаса. Там уже плюс-минус. Томить надо на медленном, ну на умеренном огне, ниже среднего, примерно 30 минут. И буквально минут за 10 до готовности добавим последний ингредиент. Это 6 зубчиков чеснока. Так, распределю я по всему казану. Запахи вы просто не представляете, какие ароматы тут стоят. Все. Ну что, пора открывать. Время вышло. Чахохбили по-грузински готово. Ароматное, нежное и невероятно вкусное блюдо. Это действительно топчик. И просто, и очень вкусно. Готовьте и наслаждайтесь, друзья. Не забудьте подписаться на канал и поделиться этим рецептом с друзьями. До встречи в новом видео. Пока.